Приветики, ребят! Че, не ждали? А вот они мы, вот они. И с новым видео бэкстейдж. Кто не в курсе, зовут меня Мария Карпенко, и по работе я креативный директор, а по зову души косплеер. И на этом канале я разбираю разные свои съемки, делюсь творческим процессом и вообще патентую всякие полезные ништяки. Если вы подписаны на мои профили, то в курсе, что в большинстве случаев съемки я делаю в основном для себя или для своих близких. Например, для мужа, который стоит по ту сторону камеры. Привет, Сереж. В этот раз все было очень непросто. Как знают некоторые мои подписчики, с августа этого месяца я работаю на должности конюха-маркетолога в конном клубе «Восход» в городе Боярка. Началось все это, в общем-то, как исключительно коммерческое предприятие, а превратилось в очень крутой волонтерский движ. Я обожаю животных, они очень здорово влияют на ваше психологическое состояние, лечат, поднимают настроение, бьют, щемят в денники, все очень круто, обещаю, вот реально. Ну и, соответственно, было бы странно, если бы такая клевая тема, как кони, не пересекалась с такой клевой темой, как косплей и всякие вот эти все костюмчики. Поэтому было решено провести дебютный воркшоп. Я пыталась проводить воркшопы до этого, но это было далеко не так круто. Это все как-то сводилось все-таки к каким-то междусобойчикам, а в этот раз мы решили уйти в реально масштабный бизнес. Изначально я хотела поснимать только одну модель, Машу Побережную. Она моя непосредственная начальница и хозяйка конюшни. А потом стало известно, что у нас уже потихоньку проходит к завершению костюм Трис Маригольд по DLC-версии из игры Ведьмак. А там еще приехала крутецкая Оля Баль, прямиком из Кременчуга. И вот все эти люди, они начали собираться воедино, и пропустить каждый из этих шансов было бы офигеть как обидно. И поэтому было решено объединить все три образа и сделать одну масштабную съемку. Каждый образ был по-своему особенный. В каждом ощущалась нотка творца, этакое легкое чувство прибабаха. Например, костюм осенней феи, который можно увидеть на Маше Побережной, был наполовину собран из юбок шифона. Изначально это должна была быть цельная юбка, однако я прислушалась к версии о том, что художник должен уметь интерпретировать. Короче, видимо, я не художник, у меня это ни хрена не получилось. Вертели мы эту шифоновую юбку в разных направлениях, получилось в итоге симпатично, но тем не менее даю совет: не бойтесь пришивать резинку до начала съемок. Это полезно. Что касается Трис, то про ее платье стоит поговорить отдельно. Сколько оно делалось, как оно делалось, какие цыганские технологии использовались при его создании. Это все отдельная сказка, которую стоит просто упомянуть. Но, тем не менее, я все равно захотела показать ее в рамках этого воркшопа, несмотря на то, что там не хватало нескольких деталей. И вот те знатоки, кстати, которые видели, чего не хватает, напишите, у меня для вас есть всякие прикольные штуки. Ну, изначально мы делали это платье с расчетом на то, что оно будет сценическим для выступления на сцене с вокальными номерами. Но, тем не менее, не отснять его тоже было бы грешно. И потому мы решили добавить немножко авторской интерпретации, чтобы посмотреть, как это получится сделать. В этом образе намного больше моего какого-то личного видения, моего персонального восприятия героя, нежели это привычно видеть. То есть тут нету полного погружения в роль, тут нету полной копии грима персонажа. Я сделала это все для того, чтобы платье смотрелось хорошо именно на мне, именно в моих условиях, а не пыталась сделать копию героя, как это происходит обычно. И если ты говорил, дорогой, что это не та Трис, которую я привык видеть, это не та Трис, то помни о том, что в нашем случае это не баг, а фича. И вот мы захотели так его увидеть, мы его увидели. И в целом результат нам понравился. Не канон! Про костюм Оли Баль я многого сказать не могу, я не принимала участие в его создании. Я могу просто сказать, что он очень классный. Там использовались натуральные перья, фатин, и Оля сама по себе дизайнер, косплеер и портная. Она активно учится, шлифует навык, и работа с ней — это реально топчик. Очень классно, очень классно. Вот это для меня был просто восторг. Но я хотела бы упомянуть и про других членов команды. То есть у нас были как опытные ветераны, такие как Саша Босман, Зоя Рахленко, с нам присоединилась Аня Старостина, которая очень сильно помогала на этапе сбора. И у нас появился новый член команды, именно Саша Малик, он же Александр Малик, очень крутой визажист. Он работал с нами и на дальнейших проектах, на съемках лукбука, и я надеюсь, что скоро вы уже сможете увидеть результат его работы, потому что делает он реально очень классно. Кроме того, в съемках принимала участие Мария Побережная, сотрудники нашего конного клуба, волонтеры. Также принимали участие наши ребята из фэндома, например, Дарвейс, она же Даша. И нельзя забывать про лошадей, потому что лошади — это тоже участники процесса. Это не кошки, не собаки. Его нельзя взять на ручки, и на этом все, весь ваш спор закончится. Он в 2 раза больше тебя, и поэтому с ним приходится учиться договариваться.
К счастью, у нас очень классные, адекватные лошади, они любят сниматься, любят фотографироваться. Им, по-моему, нравится этот процесс намного больше, чем прогулки. И с ними даже можно работать без уздечки. Это было очень актуально для, например, осенней феи. Потому что если образ Трис Маригольд или образ фазана, он называется фазан, подразумевает, что там может использоваться уздечка, это довольно аутентично, то для осенней феи это будет смотреться немножко не ок из-за связи с природой. А все-таки природе же не нужно ограничивать своих существ, по логике вещей не нужно. Вот к вопросу о том, как прошла съемка. Она прошла невероятно весело. Я привыкла координировать процесс съемок, мне это нравится, может участвовать куча народа, это очень круто. Но здесь народу было еще больше, я взяла на себя очень много ролей. Я думаю, что все участники съемки навсегда запомнят бегущую по канавам, по степи Трис в кирзачах на босу ногу, поверх которой одета куртка. Незабываемое зрелище, знаете, и вот только вот шлейф сзади Малтеса. Но это все равно очень классный позитивный опыт. Я люблю работать с животными, мне нравится расширять границы своих возможностей, это полезно для работы, так что мне все лично очень понравилось. Хотя, конечно, мне нужно намного больше съемок в данной области. Из забавных моментов, наверное, стоит вспомнить постоянных животных в кадре. И на трети всех кадров абсолютно можно увидеть полного пафоса фазана, а на заднем фоне пасется осел, дерутся собаки, пасется конь. И всех их надо увести из кадра, пока уводим из кадра, пропадает свет, нужно менять, переставлять, все это, все смеются. Оно вроде как и бестолково, но вроде как и очень весело. По-моему, лучше пускай будет весело. Из отдельных моментов, которые мы использовали, это классические дымовухи, дымовые шашки. Они выглядят очень эпично, но нужно быть осторожными в их использовании для съемок, потому что неизвестно, как на них будут реагировать животные. Наши реагировали нормально, но за других я ручаться не могу. Из других ошибок можно отметить работу с естественным светом. Я получила очень много отзывов на свою портретную фотографию. Очень много было комментариев про то, что у вас так много грима, это все не то. Но на самом деле это была ошибка не с гримом, грим был положен правильно. Была ошибка со светом, потому что заходило закатное солнце и получилась тень от носа. И, получается, ее приходилось убирать, и поэтому возник вот такой вот эффект ненатуральной кожи и обилия шарпа на лице. Это момент, который легко устраняется на съемках, который бы вообще лишил нас необходимости ретушировать фотографию. Поэтому вот помните об этом, всегда разворачивайте модель к источнику. Фотографов всего было двое. Главную роль играл Саша Боцман, я делала вспомогательные кадры. Ретушировали мы тоже, в общем-то, в 4 руки. И характер каждого фотографа, его стиль работы можно увидеть по результату. По стеклу мы использовали, в общем-то, стандартные вещи. У меня Canon 7D, у Саши 5D Mark II, если не ошибаюсь. Использовали мы стекло Sigma 1735 на 7D, соответственно. И, если не ошибаюсь, сотка Canon на 5D. Я люблю свою работу. И этот проект, конечно, не исключение. Мне нравится вся эта кутерьма, животные, люди, звери. Я собираюсь развиваться в этом направлении, и впереди нас ждет еще не одна съемка, ни одно путешествие, ни один дедлайн, ни один горящий срок, ни одно веселье. Сейчас мы собираемся в магазин «Закраска» для следующего проекта, и нас ждет очень веселый выходной. Всегда можно выразить нам царский респектоз, прямо вот в социальных сетях или вот здесь. Всегда можно предложить свою тему для видео, это будет очень актуально. Ну а мы остаемся на связи и отправляемся на поиски следующих приключений. Всем пока! А заодно предложить тему для следующего видео. Иди сюда. Маша, снимается камера, кадр портится твоим безрассудством. Нормально, мне все нравится. Маша, он закинуть ногу на театралку, попивает кофе, я понимаю, все, А где кошки? Люксури, Ведьмак. Это, знаешь, это стильная, конная твоя. Ведьмак. 30 минут. Да, давай. Там где кость. Да, быстро, 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 Маша. Маша. Это нельзя снимать. Тихо. Так, спасай. Так, такого у меня еще нет. Спасай.